Добрый день, дорогие подписчики и зрители канала. Давно не виделись. Наконец-таки в Витебскую область Беларуси пришла весна. Точнее, она и раньше приходила, где-то 2 недели назад все растаяло одномоментно. А потом через недельку высыпал такой снег. За 2 дня где-то, ну, как на даче у меня 40-45 сантиметров снега выпало за 2 дня. А потом дожди, все кошмар, короче, поплыло. Вон видно лужи. Это вот вчера еще было +2, +1. И сутки, наверное, даже больше суток лил дождь. Двина вышла из берегов, западная Двина. Прям огромная, красивая, конечно, но очень грязная. Буду переводить дачу в рабочий режим. Здесь центральное водоснабжение, все отключал на зиму, так как там в сарайчике он неотапливаемый, все продувал. Ну а сейчас буду запускать. Столкнулся с проблемой, что вот, ну, вода просто вот в уровень с землей. Сейчас здесь еще с большего, здесь уже у меня планировка была, здесь как-то нормально. Везде все колодцы доверху полные, чуть ли не на перелив. Сейчас буду откачивать воду с колодцев, чтобы включать воду. Буду откачивать воду, чтобы включать воду. Так как без воды стройка не идет. Я думал, я в доме построил подвалы. Нет, 2 бассейна, оказывается, я построил. У меня получается 2 подвала 2,70 на 5,40. Ну и высотой 1,80 м. Ну где-то добрый метр у меня сейчас 2 подвала наполнены водой. Ну, естественно, это часть это из-за таяния снега, потому что крыши нет, снега нападало в дом и растаяло все. Ну и часть это, получается, грунтовые воды, точнее верховодка. Зрители спрашивают, куда пропал, где видео. А что снимать-то? Снимать-то особо и нечего было. Ну, сейчас покажу, чем буду откачивать. Помогать мне будет фекальный насос. Заниматься этим делом. Приобретал давно, за сколько не помню. Подъем 18 метров, 300 литров в минуту. Сколько кубов в час, не помню. 14, по-моему. 1,5 киловатта мощность. Ну, в общем, вещь хорошая. Применял всего 1 раз. Фекальный насос отличается от дренажного, что у него здесь нож, установлен нож, который предназначен для нарезки бумаги, там всего прочего. Скажу заранее про этот насос. Вот он у него 1,5 киловатта мощности, весит, порядком весит 20 с чем-то килограмм. Зло, страшное зло, это влажные салфетки на синтетической основе. Они вот эту нож забивают, накручивают там канатом, и все. Насос останавливается, качать не может. Но это как это называется, в нужнике, если я собираюсь откачивать. Ни в коем случае не используйте влажные салфетки. Вот колодец с центральным водоснабжением возвышается над дорогой сантиметров 60. Не ходи, упадешь. А вот уровень воды в этом колодце. Уровень воды даже выше, чем дорога. Видать, герметично сделали. Вот надо его откачивать, чтобы добраться. Высота где-то 1,6. Поставляется насос. Фекальный насос, поставляется адаптер, фланчик, прокладка, шпильки. Все, ничего больше. Шланги надо докупать уже самому. Ну и вот УЗО еще есть. Весна, прекрасная пора года. Кошки ползают. Или коты. Кто вы там такие? Иди, блядь. Птички поют. Вообще соскучился по всему этому. В начале зимы все интересно, а потом начинаешь уставать. Хочется все же весны. А в Витебской области зима вообще что-то какая-то затяжная всегда.
То снег, то дождь. Наконец-таки что-то красивое. В других областях Беларуси, по-моему, получше. Насос поплавковый. Поплавок всплыл, насос включился. Поплавок опустился, насос выключился. Вот я не знаю, погружной он или нет. Можно ли его сразу донизу опускать. Приобрел гибкий шланг. Стоит он у нас 3 рубля метр. Сейчас мы его обожмем, все сделаем и поработаем. Дренажный от фекального отличается либо наличием, вот, а соответственно фекальный с лезвием, дренажный без лезвия. В общем-то и все отличие. По проницаемости там песчинок, по-моему, там ничем они не отличаются. Так, ну что, попробуем вначале на руке, а потом уже в конце веревка. Блин, я бы его назвал погружным. Вот в таком виде он работает. Как-то слишком высоко клапан должен подниматься. А точнее поплавок. Вода уходит на глазах, вообще шикарно. Такая замечательная вещь, крайне производительная вообще в быту, на даче, без него никуда. Особенно, как эти паводки. Моментально все растаяло, заполнилось, и уже колодец, вот я сейчас сдренировал, воду открыл, и он уже там до трубы уже начал заливаться. Какое-то время пройдет, он опять будет полный. Из минусов его отмечу. Масса. Ну, а куда деваться? Тут уже как бы... Что еще? Не перемалывает влажные салфетки на синтетической основе. Не может. Ну, он... Если там бы одна попалась, а то ж там... Так, что еще? Поплавок. Я не совсем понял. Мне казалось, что он должен был срабатывать где-то на такой высоте и отключаться где-нибудь здесь. Ну, то есть по уровню воды. А он срабатывает... Ну, почему-то, может, там что-то залипло, но срабатывал только вот на этом уровне. То есть весь объем воды должен быть насос утонувший. Либо его, может, в ямку опускать. В общем, с поплавком я что-то не понял. Как-то мне не понравилось. Ну, хотя бы, чтобы срабатывал, ну, вот так. То есть, если он погружной, туда другие элементы. Я сейчас не помню, какой он там погружной, не погружной. Фирма Ибо, да? Насос фекальный, фуриатка. 1500 это его киловаттность. Я как-то смотрел по нему ролики в интернете, что он там бросали там бумагу, тряпки, он там якобы все перемалывал. Ну, к сожалению... Специальные, видно, тряпки были. Явно, что немножко перехвалили они его. Подъем 18 метров, как я и говорил. Масса здесь не указана. 300 литров в минуту. Ну, вот там, короче, это колодец, он там не меньше куба воды был. И он выдал его где-то, ну, за 4 минуты, наверное, да. То есть, ну, сами все видели. Классная штука. Всем советую. Я не совсем, может быть, выразился корректно. Со своей функцией, а это работа с канализацией.
То есть очистка туалета, нужника, как хотите называйте, справляется прекрасно. Ему без разницы, что там, как там. Единственный минус, это я сказал, это по работе с влажными этими чертовыми салфетками. С ними я намучился. В остальном все пашет, качает, все прекрасно. Ну, ведрами это, конечно, не наш метод. Нужна подача воды. Подаете воду, он все работает с этим. То есть и вот эта циркуляция, это все там очищаете, все прекрасно. Не надо ничего там ведрами носить там или еще чем-то. Меньше контактируйте с чем не нужно. Длинный сетевой кабель, не менее 10 метров на нем. И УЗО. Главное не требовать от него больше, чем необходимо. Как шреддер, который кухонный комбайн или что там перемалывает все подряд, ну, который снизу стоит в раковинах в американских фильмах, там руки молотят и ноги, этот, наверное, не сделает. Хотя, ну, пальчик если сунуть, я думаю, с пальчиком справится. Насос замечательный. Моя пахота. В Баразных вода стоит. Ну, в общем-то, ерунда. Поздравляю земляков с Витебской области. Наконец-таки мы дождались весны. Знаю, что в Гродненской там уже получше было. Ну, конечно, затопление дикие, все везде тонет. Как повторюсь, Двина разлилась настолько, уже вот сколько лет живу, такого не видел еще. Ну, а так, поздравляю с весной. Дождались, будем работать. Всем пока.